История 5. Костер у моря или на перекрестке судьбы. Встретились. Случайно ль? Идем вместе, убив печаль. Не видно конца пути. Кайф от дороги, хоть и долго идти. Он собрал их вместе, чтобы показать им их судьбу. Они слушали его и прикасались к тайне, получая от нее энергию и путь. Смогут ли они пронести огонь силы через всю жизнь? Будут ли они видеть всегда маяк своей судьбы? Начало августа 2001 года. Было около 11 часов ночи. Теплый и мягкий ветер приятно дул со стороны моря. 4 молодых людей сидели около яркого, высотой в 1,5 метра костра. Их тела были мокрыми после купания в море и разогреты после работы ногами и руками по боксерским лапам. Несколько минут назад они устроили небольшую тренировку прямо на прибрежной полосе песка, выплескивая энергию возбуждения в связи с долгожданным приездом на Азовское море. Дыхание было еще учащенным, и на лицах оставалось легкое возбуждение. «Вот и главный герой сегодняшнего мероприятия», – громко сказал мыслитель, самый старший из всех присутствующих у костра, подняв на уровне лица бутылку коньяка «Борисфен». Хотя он был старше остальных на 4-5 лет, выглядел он ровесником, лет на 20 с лишним. «Я не пью», – настоятельно произнес Пася, самый молодой из всех. Он физически выглядел внушительнее мыслителя, инициирующего эту поездку. Пася был физически крепче и давнего ученика мыслителя Липы, парня с узким лицом и одного роста со своим наставником. Липа тоже присутствовал здесь. 4-м в этой компании был Черный, самый рослый и крепкий, и, как и все, имел жилистое и тренированное тело бойца и атлета. Он был младше Липы, но на 2 года старше Паси. Можно было и не говорить, и так ясно вступил в разговор Черный. «Подставляйте стаканы, пацаны», – громко сказал мыслитель и начал разливать коньяк. «Может, сначала шашлык? Окорочка уже, наверное, готовы», – причмокнул проголодавшийся Липа, парень с узким моложавым лицом, делающим его на вид самым молодым. Все взяли по поджаренной на углях куриной ножке. Молодые люди, уже изрядно проголодавшиеся за время езды к морю, занялись приятным процессом поглощения пищи. Насытившись, 3 взяли стаканы с коньяком, ожидая от мыслителя речи. Они давно приняли его как своего наставника, не только по единоборствам, но и по жизни. Мыслитель разлил из пака персиковый сок по большим одноразовым стаканам, выдержал некоторую паузу для того, чтобы молодежь сосредоточилась на том, что он будет говорить. «Яркая сегодня луна», – произнес он как-то таинственно, кивая на полный яркий диск отраженного света небесного тела, преследующего миллионы лет Землю. «Да, сегодня полнолуние», – поддержал разговор Черный, самый рослый и крепкий парень. Свое прозвище «Черный» он получил за созвучную фамилию. Первое, чем он когда-то поразил мыслителя, это прекрасным знанием ночного неба. Он знал, где находятся Сириус, Плеяды, Орион. Сегодня 2-й день полнолуния. Воздействие Луны самое сильное, и мы не случайно здесь сегодня собрались вместе, заговорчески сказал мыслитель. И сделал небольшую паузу. Потом он продолжил. Но для начала небольшая просьба. Коньяк не просто заливайте в глотку, а представляйте, что в полости рта он превращается в чистую, концентрированную, светящуюся энергию и направляется прямо в центр жизненной силы, хара, находящейся в области пупка. 3 выпили коньяк и сосредоточились на просьбе наставника. Пошел непринужденный разговор, который начал мыслитель. Давайте ответим на самый главный вопрос. Кто мы? Волки, которые встретились, чтобы стае было легче прокормиться. Что нас связывает? Я не знаю, как думают остальные, но мне с тобой интересно общаться. Твой опыт, да и нас связывают боевые искусства. Включился в диалог Черный, коротко стриженный парень с сильным волевым лицом. Да, у нас есть общий интерес – единоборство. Поддержал его другой с темно-русыми волосами, коротко стриженный,
самый молодой парень по прозвищу Пася. Это прозвище он тоже получил от созвучной фамилии. Такое положение дел говорило о том, что ровесники их уважали и побаивались. Единоборство. Конечно же, но мы будем идти через жизнь годы, и для некоторых единоборства уйдут на второй план, парировал эти мысли вслух мыслитель. Лично я знаю, что для меня боевые искусства на всю жизнь. Без них я уже не представляю свою жизнь. Впервые вступил в беседу худощавый парень с узким лицом, имеющий прозвище Липа, которое имело тоже происхождение от фамилии, как и у двух его товарищей. Это очень хорошо, что такой настрой у тебя в душе, и не сомневаюсь, что в душе у каждого из присутствующих. Немного уравновесил разговор мыслитель. Да, единоборство – это уже часть нас, поддержал Черный. Но какая у нас цель? Построить двухэтажную дачу? Купить дорогую машину? Что? Настаивал мыслитель. Последовала долгая пауза, которая явно затянулась, и пришла неловкая минута. Трое явно глубоко задумались, и никто из них не решался высказаться. «Но мы с тобой об этом много говорили уже. Я знаю, куда идти», – решился наконец Липа. «Да, мы с тобой идем вместе уже 3 года. Многое пережили, много о чем разговаривали. И что же, куда ведет нас путь?» Старший пытался поддать огня в свои слова. Постоянная работа над своим развитием, стремление приобрести внутреннюю силу духа и знание о жизни, чтобы перерасти страдания, испытывая их. «Будь благодарным страданиям», – продолжал Липа, постоянно запинаясь и тяжело и долго подбирая слова. «Да, в этом есть много великого и ценного. За этим мы все пришли на эту планету», – поддержал его мыслитель. Потом последовала некоторая пауза, после которой речь окрасилась еще более мощными красками эмоций. Если путь человека в саморазвитии, то эгоистический путь набора личной силы был бы путем к внутреннему Богу, а потом и к пониманию абсолютного присутствия и воссоединения с Ним. Но человек лишь клетка в теле более могущественного и более мудрого существа, сознание которого выше на несколько ступеней человеческого. Человек – это существо, которое полноценно реализуется только в группе, только в таких условиях, помогая своим ближним избавляться от иллюзий и страданий, человек может исполнить свое предначертание, закончил наставник. «Ну так как же быть? Я считал, что путь саморазвития – это и есть наша высшая цель. Мы ведь об этом с тобой разговаривали», – спросил Липа, который дольше всех был знаком со старшим. Как быть, как быть? Создание общины, ордена, если хотите, сообщество сотрудников высокого уровня осознания, которые силой своего сотрудничества могут привносить изменения в мире, в том числе и в сознание человеческой мысли в целом. По крайней мере, в том месте, где мы живем и существуем, продолжил мыслитель, наполняя каждое слово жизненностью и силой. Слова были живые, эмоционально мощные. Через говорящего как бы изливался поток неописуемой силы духа, водопадом спадающий на него из космических просторов Солнечной системы. Трое слушали его, как завороженные, получая от каждого его слова мощный эмоциональный заряд. Их глаза горели ярким огнем, отражая рыжий блеск горящего костра, расположенного в центре собеседников. Постройка храма просветления, где людей будут учить пути силы и устранению страданий. Как вам такая цель? – спросил мыслитель. Это, конечно, сильно, высказался с явным восхищением в голосе Черный, самый крепкий парень, с хорошо тренированным телом. Он был самым эмоциональным из всех собравшихся, что говорило о мощном скрытом внутреннем потенциале. Вы представляете, какое должно быть соответствие цели? Какой сначала необходимо пройти путь к личной силе? Мыслитель шел почти в ногу с Черным, крепким, высоким парнем с хорошо развитыми грудными мышцами. По берегу дул легкий ветерок, и небольшие волны легко накатывались на песчаный берег. Они уже не спали 2 суток, уж так сильно было их вдохновение и внутренний подъем. Энергия стимулирующего огненного напитка, направленная на насыщение центра жизненности Хара, сделала свое дело.
Да и полнолуние, так легко высвобождающее психическую энергию у обычного человека, но помогающее знающим, тоже сыграло свою роль. Спать по-прежнему совершенно не хотелось. «Получается, что страх – это вещь необходимая, которую не стоит сторониться?» – спросил Черный. Да, страх – это максимальная мобильность внутренних сил организма. Просто люди настолько не переносят ощущения от гормональной адреналиновой волны страха, что само это ощущение для них неприемлемо. Да еще вдобавок отпускается на самотек воображения. Оно неконтролируемо, возбуждаясь, рисует самые ужасные картины, которые всплывают из подсознания, хранящего бесконечную историю инкарнаций. Только в такой форме страх – беда, но когда он осознан в начальной форме, как предупреждение и мобилизация, он незаменим в плане выживания.